1961 году инженеры американской компании по обработке камня получили точные слепки сосудов из Египетского музея и один вопрос: можно ли воспроизвести такую работу сегодня? Ответ пришел через несколько недель. Нет. Не с той точностью, не с теми допусками, не с теми внутренними поверхностями, идеально ровными внутри сосудов с горлышком в 2 пальца толщиной, куда человеческая рука не проходит. Эти сосуды были сделаны 5000 лет назад, без токарного станка, без электричества, по крайней мере, без того, что мы называем этими словами. Сегодня мы рассмотрим 7 объектов и открытий из разных частей света и разных эпох. Их объединяет одно: официальная наука зафиксировала их существование, измерила, описала и остановилась. Не потому, что ученые некомпетентны, а потому что факты не вписываются ни в одну из принятых моделей развития древних цивилизаций. Это не список странностей. Это связанный аргумент о том, что наша хронология человеческих возможностей может быть фундаментально неполной. Начнем с подземелья под Египтом. Находка первая. Серапеум Саккаре. Технологический анахронизм в камне. В 1851 году французский египтолог Огюст Мариет, расчищая пески к западу от древнего Мемфиса, обнаружил вход в колоссальный подземный лабиринт. То, что открылось ему в тусклом свете факелов, не вписывалось ни в одну из существующих теорий о возможностях бронзового века. В глубоких нишах, вырубленных в известняковом массиве на глубине около 24 метров, покоились 24 исполинских контейнера из черного и красного гранита. Вес каждого из них составлял от 60 до 100 тонн, причем одна только крышка весила около 30 тонн. Идеально подогнанные, отполированные до зеркального блеска, эти объекты казались чужеродными в грубо высеченных пещерах. Но самым поразительным оказался не масштаб, а точность. Отклонение внутренних поверхностей от плоскостности составляло менее 2 микрон. В современном мире такой показатель достижим только при использовании высокоточного станочного оборудования 21 века. Американский инженер Кристофер Дан, посвятивший десятилетия изучению древних технологий, провел в 1998 году тщательный технический анализ этих объектов с применением прецизионных инструментов. Он использовал контрольные угольники и индикаторы, применяемые в аэрокосмической отрасли, чтобы проверить внутренние углы и ровность стен. Его вердикт был однозначен: создать такую геометрию вручную, используя лишь медные долота и абразивный песок, физически невозможно. Для достижения подобной точности на площади в несколько квадратных метров требуется инструмент, чьи собственные допуски значительно выше, чем у самого изделия. То есть, чтобы изготовить такой ящик, у древних мастеров должен был быть инструментарий, превосходящий по точности современные промышленные стандарты. При этом ни в одном из залов Серапеума не было найдено ни следов механизмов, ни даже копоти от факелов на потолках, что оставляет открытым вопрос о том, как освещались и проводились работы в тесном замкнутом пространстве. Официальная египтология традиционно классифицирует эти объекты как саркофаги для захоронения священных быков Аписа. Однако это объяснение сталкивается с серьезными логическими противоречиями. Почти все контейнеры были найдены пустыми, а их внутренняя поверхность лишена каких-либо надписей или посвящений, которые были обязательны для ритуальных объектов того времени. Более того, ширина туннелей в некоторых местах лишь на несколько сантиметров превышает габариты самих ящиков. Это превращает процесс их транспортировки и установки на такую глубину в инженерную задачу, решение которой не под силу даже многим современным логистическим компаниям. Мы имеем дело с объективным физическим присутствием технологий, которые, согласно учебникам истории, не могли существовать 3300 лет назад. Ученые задокументировали реальность этих артефактов, но механизм их создания остается за пределами научного объяснения. В тишине этих подземных залов ощущается не мистика, а холодное, расчетливое мастерство древних строителей. Гранитный монолит не прощает ошибок, и каждый снятый слой камня
был результатом осознанного технического решения, выполненного с невероятным допуском. Возможно, мы смотрим не на гробницы, а на физические отпечатки знаний, которые были утрачены столь полно, что мы сегодня даже не можем опознать их истинное предназначение. Эти ящики стоят в темноте тысячи лет, напоминая нам о том, что история человечества может быть гораздо сложнее, чем простая восходящая линия от примитивности к прогрессу. Как ты считаешь, могла ли такая точность быть случайным побочным эффектом ритуала? Или перед нами результат использования неизвестных сегодня индустриальных методов? Напиши в комментариях. Находка вторая. Антикитерский механизм. Аналоговый компьютер древности. Весной 1901 года греческие ныряльщики за губками, укрываясь от шторма, обнаружили у берегов острова Антикитера остовы древнего римского судна, затонувшего на глубине около 60 метров. Среди мраморных статуй и античной керамики был поднят бесформенный кусок окислившейся бронзы, который почти год пролежал в запасниках Национального археологического музея в Афинах, прежде чем он треснул и обнажил внутреннее устройство. То, что археологи сначала приняли за обычный камень, оказалось сложнейшей системой из 37 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером с небольшую книгу. Радиоуглеродный анализ и палеографическое исследование надписей на корпусе позволили датировать устройство концом II или началом I века до нашей эры. Исследования механизма продолжались более столетия, но настоящий прорыв произошел только в период с 2005 по 2012 год, когда международная группа ученых применила компьютерную томографию высокого разрешения. Результаты сканирования показали, что внутри артефакта скрыт полноценный астрономический компьютер, использовавший дифференциальные передачи, которые, как считалось ранее, были изобретены лишь в XVI веке. Механизм не просто отображал движение небесных тел, он моделировал эллиптическую орбиту Луны и ее переменную скорость с невероятной математической точностью. Устройство предсказывало солнечные и лунные затмения на 18 лет вперед. Учитывало 4-летний цикл атлетических состязаний, включая Олимпийские игры, и соотносило их с движением 5 известных тогда планет – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Появление такого технологического уровня в первом веке до нашей эры полностью перечеркивает наше представление о возможностях эллинистической науки. Устройство обладает такой степенью миниатюризации и сложности, которая вновь появилась в Европе лишь в XIII веке с приходом первых механических часов, а по уровню вычислений механизм сопоставим с приборами XVIII столетия. Мы имеем дело с вершиной инженерной мысли, которая существовала в вакууме. В дошедших до нас античных текстах нет детальных описаний производства подобных машин, хотя философ Цицерон вскользь упоминал о сферах, созданных Архимедом и Поседонием. Это заставляет нас признать пугающий факт. Целая технологическая ветвь человечества могла быть полностью уничтожена и забыта на 1500 лет из-за войн, пожаров или простого упадка образования. Существует глубокая печаль в осознании того, насколько хрупким является человеческое знание. Антикитерский механизм — это не просто шестеренки. Это доказательство того, что прогресс не всегда идет вверх, иногда он обрывается, оставляя после себя лишь окислившиеся обломки на морском дне. Мы смотрим на этот предмет и понимаем, что история могла пойти совсем по другому пути, если бы эти знания не были утрачены в темных веках. Как думаешь, если такой прибор существовал в первом веке до нашей эры, сколько подобных механизмов могло существовать и не дойти до нас, превратившись в пыль? Напиши в комментариях. Находка третья. Дендерский зодиак. Карта небес с аномальной датой. На потолке одного из самых величественных залов храма богини Хатхор в Дендере, возведенного в эпоху Птолемеев, когда Египет уже находился под сильным влиянием античной культуры, археологи обнаружили уникальную круговую карту ночного неба. Эта массивная плита из песчаника имеет диаметр около 2 метров 50 сантиметров и представляет собой сложнейшую композицию из мифологических фигур и астрономических символов.
В 1821 году французская экспедиция под руководством Клода Ле-Лорена буквально вырезала этот рельеф из потолочного перекрытия храма и доставила его в Париж, что вызвало одну из первых в истории масштабных дискуссий о праве собственности на культурное наследие. Сегодня оригинал выставлен в Лувре, притягивая взгляды ученых, пытающихся расшифровать заложенный в нем код. На поверхности диска с ювелирной точностью изображены 12 созвездий зодиака, планеты, фазы Луны и положение Солнца в момент равноденствий. Эти данные не просто декоративный элемент, а застывший во времени слепок небесной сферы, который позволяет современным исследователям рассчитать точную конфигурацию звезд над Нилом в момент создания артефакта. Первую серьезную попытку датировки предпринял в 1823 году французский математик и астроном Жан-Батист Биот. Опираясь на зафиксированное положение планет, он пришел к выводу, что карта отображает небо, каким оно было около 500 года до нашей эры, что вполне укладывалось в рамки позднего периода истории Египта. Однако, спустя десятилетия дискуссия вспыхнула с новой силой, когда исследователи, включая египтолога Эдуарда Молинара, обратили внимание на феномен прецессии земной оси. Это медленное колебание планеты, имеющее цикл длиной около 25 900 лет, постепенно смещает положение созвездий относительно точек равноденствия. Если интерпретировать символы зодиака как прямое указание на эти точки, то возраст изображения может уходить в глубину веков на 10 или даже 12 тысяч лет. Астрономы отмечают, что на карте также зафиксированы два полных солнечных затмения, одно из которых точно соответствует 52 году до нашей эры, что официально подтверждает птолемеевскую датировку самого храма, но оставляет открытым вопрос о возрасте первоисточников, с которых копировались эти данные. Официальная египтология твердо настаивает на том, что Дендерский зодиак был создан в первом веке до нашей эры и является продуктом эллинистической мысли, объединившей греческую науку и египетскую веру. Для большинства академических ученых это в первую очередь религиозный артефакт, где астрономическая точность вторична по отношению к теологическому смыслу. С этой позиции аномальные даты, полученные через расчеты прецессии, считаются либо ошибкой современной интерпретации, либо сознательной архаизацией со стороны древних жрецов, желавших придать своим знаниям авторитет глубокой древности. Тем не менее, аргументы Молинара и других независимых авторов, указывающие на физическую невозможность случайного совпадения столь сложных параметров, не были окончательно опровергнуты. Они лишь остались за рамками научного консенсуса. На сегодняшний день ситуация зашла в тупик, так как доступные методы анализа камня не позволяют точно определить время нанесения резьбы. Плита в Лувре продолжает оставаться безмолвным свидетелем фундаментального конфликта между традиционной хронологией истории и точными расчетами небесной механики. Есть в этой ситуации нечто медленное и почти глухое. То, как древние артефакты спокойно переживают яростные споры вокруг своей природы. Твердый песчаник не торопится раскрывать свои тайны. Он просто существует вне человеческого понимания времени и академических амбиций. Рельеф пролежал в египетской пыли тысячи лет, прежде чем его подняли на свет. И теперь он продолжает свое безмолвное существование в стенах музея, пока сменяются поколения исследователей и политические парадигмы. Камень не занимает ничью сторону в этом интеллектуальном конфликте. Он лишь хранит в себе карту неба, которые когда-то видели люди, чьи имена навсегда стерлись из памяти истории. Находка 4. Паракасские черепа. Аномалия. На берегу океана в 1928 году выдающийся перуанский археолог Хулио Телло, проводя раскопки в суровых песках полуострова Паракас на южном побережье Перу, обнаружил грандиозный некрополь. В общих могилах покоились более чем 300 мумифицированных тел, чей возраст составлял около 3000 лет. Однако внимание исследователей привлекли не столько погребальные артефакты, сколько анатомия самих погребенных. У значительной части мумий были обнаружены невероятно вытянутые черепа. В отличие от стандартной человеческой анатомии,
Объем этих черепных коробок превышал средние показатели на 25-30%, а их физический вес был больше нормы почти на 60%. Большинство антропологов объясняют этот феномен традиционной практикой преднамеренной деформации, при которой голову младенца туго перебинтовывали дощечками, заставляя кости расти вверх. Эта традиция документально зафиксирована у многих древних народов и не является тайной. Однако она объясняет изменение формы, но никак не увеличение объема мозга или массы костной ткани. Серьезная научная дискуссия обострилась в 2014 году, когда независимый исследователь Брайан Фостер и генетик Брайан Фоссет инициировали предварительный анализ ДНК-образцов, взятых из волос, зубов и фрагментов костей 5 различных черепов. Образцы были направлены в 3 независимые лаборатории в Соединенных Штатах Америки и Канаде, без указания их происхождения, чтобы избежать предвзятости. Опубликованные впоследствии предварительные отчеты содержали утверждение о наличии митохондриальных гаплотипов с мутациями, которые не встречаются ни у одного известного представителя рода людей, будь то сапиенсы, неандертальцы или денисовцы. Кроме того, некоторые анатомы указывали на отсутствие сагитального шва, соединительной линии между теменными костями, которая присутствует у всех людей с рождения. Эти детали указывают на то, что мы можем иметь дело не просто с культурной традицией изменения внешности, а с биологической аномалией, масштаб которой официальная наука пока не готова признать. Академическое сообщество встретило эти результаты крайне скептично. Исследование не прошло процедуру рецензирования в авторитетных научных журналах, а методология забора материалов вызвала вопросы о возможной контаминации, то есть загрязнении древних образцов современной ДНК. Перуанское правительство, в свою очередь, ограничило международным группам доступ к новым материалам, что фактически заморозило дальнейшие независимые изыскания. Ситуация застыла в неопределенности. Официальная версия о механической деформации остается единственной принятой, несмотря на то, что она не дает ответа на вопрос о 30% избытке объема черепной коробки. Генетическая история паракасцев остается белым пятном на карте антропологии, и вопрос о том, кем на самом деле были эти люди с побережья Тихого океана, остается открытым. Здесь мы сталкиваемся с границей между тем, что мы можем увидеть своими глазами, и тем, что мы готовы допустить в наши научные модели. Черепа лежат на музейных полках в Писко и Лиме. Их физическая реальность неоспорима, но их происхождение окутано тишиной, которая выгодна всем сторонам спора. Истина требует новых, прозрачных и масштабных тестов, но пока институты медлят, аномалия продолжает существовать в тени официальной истории. Как ты думаешь, является ли отказ от глубокого генетического исследования этих находок осторожностью ученых или нежеланием сталкиваться с фактами, которые могут разрушить устоявшуюся картину миграции человечества? Напиши в комментариях. Находка 5. Гёбекли-Тепе. Храм раньше земледелия. В 1994 году немецкий археолог Клаус Шмидт начал раскопки на вершине холма в юго-восточной Турции, который местные жители на протяжении веков называли «пузатым холмом» и считали обычным природным возвышением. Первые же пробные траншеи вскрыли нечто немыслимое для этой эпохи. Под слоем земли толщиной около 1,5 метров обнаружились концентрические кольца из монументальных Т-образных колонн. Высеченные из цельных кусков известняка, эти опоры достигали в высоту 6 метров и весили до 20 тонн каждая. На их поверхностях застыли в камне реалистичные рельефы лис, змей, кабанов и журавлей, выполненные с мастерством, которое никак не соответствовало уровню каменного века. Эти структуры свидетельствуют о том, что строители обладали глубокими познаниями в геометрии и организации массового труда задолго до появления первых городов. Радиоуглеродный анализ органических остатков, найденных в заполнении комплекса, позволил установить точную и пугающую дату. Самые ранние слои Гёбекли-Тепе относятся к 11600 году до нашей эры. Чтобы осознать масштаб этого открытия, достаточно вспомнить, что этот комплекс на 7000 лет старше знаменитого Стоунхенджа
и на 6000 лет древнее первых шумерских поселений. В это время по всей планете еще бродили мамонты, а человечество официально находилось на стадии бродячих охотников-собирателей. Исследования немецкого археологического института подтвердили, что для перемещения и установки таких монолитов требовались усилия сотен людей одновременно. Это означает наличие строгой иерархии, системы питания и долгосрочного планирования, которых, согласно учебникам истории, в ту эпоху попросту не существовало. Гюбекли Тепе полностью перевернул классическую модель человеческого прогресса, которая десятилетиями гласила, что сначала люди освоили земледелие, затем перешли к оседлому образу жизни и лишь потом создали религию. Здесь все произошло ровно наоборот. Сначала возникла потребность в монументальном культовом центре, который заставил людей объединиться. И, возможно, именно это подтолкнуло их к поиску новых способов добычи пищи для строителей. Клаус Шмидт до своей смерти в 2014 году настаивал на том, что именно возникновение веры стало главным триггером цивилизации. Самым странным фактом остается то, что комплекс не был заброшен или разрушен временем. Его намеренно и тщательно засыпали землей сами создатели около 8000 лет назад. Мы до сих пор не знаем, был ли это акт ритуального захоронения храма или попытка скрыть нечто важное от грядущих поколений. На сегодняшний день археологами раскопано лишь около 5% общей площади комплекса, в то время как данные георадаров показывают, что еще десятки подобных колец продолжают лежать в толще холма. Мы смотрим лишь на малую часть гигантского пазла, в то время как остальные 95% информации скрыты от нас слоями многовековой пыли. Если 11600 лет назад люди уже обладали волей и навыками для создания подобных мегалитов, то что еще из принятых нами временных рамок держится лишь на нашем нежелании признать сложность прошлого? Возможно, история цивилизации — это не одна дорога, а серия забытых стартов, о которых мы только начинаем догадываться. Как ты думаешь, почему древние строители решили навсегда похоронить свой величайший храм под слоем земли, вместо того, чтобы продолжать его использовать? Напиши в комментариях. Находка 6. Египетские сосуды из диорита. Точность, которая не должна существовать. В конце XIX века сэр Уильям Флиндерс Петри, которого по праву считают отцом научной египтологии, приступил к каталогизации тысяч каменных сосудов, обнаруженных в некрополях Саккары и Гизы. Эти артефакты относятся к додинастическому и раннединастическому периодам, то есть к IV и III тысячелетиям до нашей эры, времени, когда, согласно официальной хронологии, египтяне только начинали осваивать медь. Многие из этих предметов изготовлены из диорита и базальта, чей показатель по шкале Мооса достигает 7 и 8 баллов, что делает их почти невосприимчивыми к воздействию медных инструментов. В залах Каирского музея и Британского музея можно увидеть чаши и вазы с диаметром корпуса около 30 сантиметров и узким горлышком шириной всего в 3 сантиметра. Внутренняя полость таких сосудов идеально повторяет внешние контуры, создавая равномерно тонкие стенки, которые в некоторых случаях просвечивают на солнце. Современные экспериментальные группы, в частности, британский проект под названием Stoneworking, предпринимали неоднократные попытки воссоздать подобные изделия, используя только те инструменты, что задокументированы в Древнем Египте. Исследователи применяли медные трубчатые сверла и кварцевый абразивный песок, проводя за работой сотни часов. Результаты оказались неоднозначными. Если внешнюю форму за долгие месяцы труда еще можно было приблизить к оригиналу, то добиться идеальной полировки и равномерности стенок внутри сосуда через узкое горлышко оказалось невозможно. Флиндерс Петри в своих заметках указывал, что следы на некоторых гранитных деталях свидетельствуют о скорости подачи сверла, которая в сотни раз превышает возможности ручного труда. Это указывает на использование фиксированных станков и жестко закрепленных резцов, материальных следов которых в долине Нила до сих пор не обнаружено. Существование этих предметов бросает прямой вызов линейной модели технологического развития человечества.
Мы вынуждены признать, что на заре египетской цивилизации существовал метод обработки камня, позволявший работать с диоритом так, словно это была мягкая глина. Официальная археология часто объясняет такие достижения неограниченным временем и огромным количеством дешевой рабочей силы. Однако само по себе время не может обеспечить геометрическую симметрию и допуски в доли миллиметра. Проблема заключается не в том, сколько людей работало над вазой, а в том, какой физический принцип позволял им достигать такой частоты обработки в местах, куда не проходит человеческая рука. Это не заполнение пробелов фантастическими теориями, а честная фиксация отсутствующего звена в нашей истории инженерного дела. В этой технологической тишине древности скрыт важный урок для современного исследователя. Мы привыкли оценивать прошлое по количеству сохранившихся записей, но иногда физический объект, стоящий на музейной полке, говорит гораздо громче любых папирусов. Каменная ваза, изготовленная за 5000 лет до изобретения электричества, остается немым свидетельством того, что наши предки могли владеть навыками, которые мы сегодня считаем исключительно прерогативой индустриальной эпохи. Как ты считаешь, могли ли мастера древности использовать какие-то химические способы размягчения твердого камня, или секрет кроется исключительно в забытой механике? Напиши в комментариях. Находка 7. Карта Пири Рейса. Береговая линия, которой не должно быть. В 1929 году в Стамбульском дворце Топкапы во время инвентаризации библиотеки был обнаружен фрагмент карты мира на коже газели, составленный в 1513 году османским адмиралом и картографом Пири Рейсом. Этот документ содержит невероятно точные для XVI века очертания Атлантического океана, западного побережья Африки и восточной кромки Южной Америки. Поразительно, что на карте зафиксированы географические подробности, включая горную цепь Анд, которые европейские исследователи официально открыли лишь спустя несколько десятилетий после смерти адмирала. Сам Пири Рейс оставил на полях пояснение, указывая, что он не проводил эти измерения лично, а свел воедино данные более чем 20 древних источников. Среди них он упоминал не только современные ему португальские карты, но и античные документы, восходящие к эпохе Александра Македонского. В 1960-х годах американский географ и историк Чарльз Хепгуд из Кинского государственного колледжа подверг карту тщательному математическому анализу и обнаружил в ее нижней части аномалию, которая вызвала ожесточенные споры в научном сообществе. Он утверждал, что береговая линия в южной части карты с высокой точностью соответствует побережью земли Королевы Мод в Антарктиде, причем в том виде, в каком она была до покрытия массивным ледовым щитом. Согласно современным геологическим данным, этот регион скрыт под слоем льда на протяжении как минимум 6000 лет, а официальное открытие Антарктиды состоялось лишь в 1820 году. В то же время критики, такие как картограф Грегори Макинтош, указывают на значительные искажения пропорций и полагают, что адмирал мог просто изобразить гипотетический южный континент, известный тогда как неведомая Южная Земля. Они предполагают, что Антарктида на карте — это всего лишь продолжение берега Южной Америки, которое автор изогнул, чтобы оно уместилось на имеющемся куске пергамента. Этот научный тупик обнажает фундаментальную проблему. Мы до сих пор не можем точно установить происхождение тех древних источников, которыми пользовался османский адмирал. Если гипотеза Хепгуда верна, это подразумевает существование неизвестной цивилизации мореплавателей, которая картировала планету еще до наступления последнего ледникового периода и сумела передать эти знания сквозь тысячелетия. Если же правы скептики, то перед нами невероятное случайное совпадение, которое, тем не менее, демонстрирует понимание географии Нового Света на уровне, значительно превосходящем возможности моряков начала XVI века. Карта Пири Рейса является осязаемым физическим объектом, но стоящие за ней данные принадлежат к утраченному архиву человечества, который был потерян в пожарах войн и упадке империй. Она служит мостом между известной нам историей Ренессанса и темным прошлым, которое официальная наука только начинает реконструировать по крупицам. В линиях старых карт
где мир еще только обретал свои границы в сознании людей, скрыта глубокая человеческая тяга к упорядочиванию хаоса. Они напоминают нам, что наши сегодняшние знания о Земле — это лишь текущая версия архива, который в любой момент может быть дополнен внезапно найденным обрывком пергамента. Иногда один фрагмент кожи может содержать в себе больше вопросов, чем целые библиотеки, указывая на то, что за горизонтом нашего прошлого все еще лежат земли, которые мы не успели исследовать. Как ты считаешь, действительно ли у Пири Рииса был доступ к забытому архиву античности? Или эта карта — лишь собрание удачных догадок и картографических ошибок? Напиши в комментариях. 7 объектов из 7 разных мест и эпох. Гранитные ящики с допусками оптической промышленности. Бронзовый компьютер, потерянный на 1000 лет. Монументальный храм на 6000 лет старше Шумера. Сосуды с внутренней полировкой, которую мы не можем воспроизвести. Карта с береговой линией под вопросом. Все они объединены не тайной и не мистикой. Они объединены одним. Наши инструменты их зафиксировали, но наши модели их не объясняют. Мы привыкли думать о прогрессе как о прямой линии, От простого каменного топора к сложному микропроцессору. Но свидетельства, которые мы рассмотрели сегодня, предполагают другую картину. Возможно, знание — это не прямая. Возможно, это несколько отдельных пиков, разделенных провалами. Технология, достигающая высокой точности и исчезающая. Инструмент, передающийся в устной традиции и теряющийся в одном поколении. Библиотека, сгорающая за одну ночь. Прямо сейчас, в эту минуту, в Гебекли ТП продолжаются раскопки. Раскопано 5%, 95% под землей. Турецкая пыль лежит на колоннах, которым 11 600 лет. И те, кто их построил, не оставили ни одного слова о том, зачем. Они просто построили, а потом закопали. Какой из 7 объектов сегодняшнего видео кажется тебе наиболее требующим нового, серьезного исследования? И почему? Напиши в комментариях.